Приветствую вас на канале Техревизор. Игровую клавиатуру искали? Вот вам 10 вариантов на выбор под разный бюджет и пожелания. Между собой модели отличаются форм-фактором, свитчами, материалами изготовления, подсветкой и функционалом. Брал в рейтинг разнообразные варианты, чтобы даже под самые специфические запросы можно было подобрать клавиатуру. Для удобства разбил рейтинг по цене. Вышло 3 подборки. Модели с ценником до 5000, до 10 тысяч и до 20 тысяч рублей. Да, 20 тысяч за клавиатуру звучит жутковато, но таковы реалии 2024 года. И давайте не будем забывать о кастомных сборках, ценники которых легко переступают черту 40-50 тысяч. В любом случае, если заинтересует цена какой-то конкретной клавиатуры, вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, чтобы не терять время на самостоятельный поиск. Ну и давайте начнем рассматривать участников. Перед этим только попрошу еще поставить лайк и подписаться на канал. Начнем с самого бюджетного сегмента, до 5000 рублей. На третьем месте стоит MSI Vigor GK30. Далеко не первый раз беру эту клавиатуру в рейтинг, но все-таки действительно хороша за свою стоимость в плюс-минус 3000 рублей. Базово, это мембранная клавиатура с привкусом механики. Сейчас объясню. Тут присутствуют все преимущества мембранки в виде тишины тайпинга и долгожительной работы, но есть у нее одна фишка – плунжерные переключатели. При тайпинге тактильно ощущается как механически, а звучат как что-то среднее между мембранкой и механикой. Ход клавиш мягкий, легкий и тихий. Ресурс нажатия, заявленный производителем, 12 миллионов. Поэтому вроде как мембранка, а вроде как и намек на механику. Компромиссный вариант в общем. Сама клавиатура сделана из обычного пластика, как и кейкапы. Доверие внушает и на столе стоит уверенно, не ездит. Конечно, со временем, через годик-два, в зависимости от интенсивности использования, где-то пластик сотрется, где-то засалится. Но самое главное, что мне понравилось в этой клавиатуре, это ее компактность. При том, что это полноразмерная модель с нампадом на 104 клавиши, ей нужно совсем немного места на столе. Выглядит аккуратно и не громоздко. В принципе, и с собой несложно переносить. Хоть клавиатура и бюджетная, но на подсветке сильно экономить не стали. Здесь сделали 6 зон свечения и 7 разных эффектов. Все можно настроить в ПО. Конечно, адресной индивидуальной подсветки для каждой кнопки тут не сделать, но в целом получается не так скудно, как бывает, типа 2 режима и 3 уровня яркости. На втором месте рейтинга Razer Ornata V3. Клавиатура тоже построена на мембранно-механических переключателях Razer Mecha. Принцип аналогичный, только звучат при тайпинге громковато, прям чуть ли не щелкают. Что-то на уровне синих свечей. Так что если вы хотите что-то тихое, то лучше уж прошлый MSI Vigor, либо что-то из следующих моделей. А так, к печати особо не придраться. Конечно, ощущается дешевый пластик ABS кейкапов, легкий звон стабилизаторов и небольшое шатание кнопок. Хотя, как заявляет Razer, колпачки они обработали ультрафиолетовым излучением, почему краска должна дольше держаться, не стираться. Кстати, заметьте, кейкапы тут низкопрофильные, как бы ноутбучные получается. От этого руки не устают даже после 5 часов бесперерывной зарубы в игре. Но, возможно, не всем такое интересно, поэтому смотрите сами. А печатать действительно удобно, и текст набирать, и играть. В комплекте идет подставка под запястье. Тоже можете попробовать, удобств добавит. Ну а если нет, на полку кинете, да и все. Из других удобств. Кнопки мультимедиа. Ну, тут, думаю, и так все понятно. Подкрутить громкость, переключить трек, поставить на паузу и так далее. Как по мне, удобно. Ну и еще посмотрите на размеры клавиатуры. Вроде тоже полноразмерная, на 104 клавиши, но такая громоздкая, что кроме как поставить на стол и не трогать ничего и не хочется. Но в целом, если вас это устраивает, то вообще ничего страшного. По подсветке ничего нового не завезли. RGB 10 зон, настраиваемых прямо с клавиатуры. Ну или через софтину, где еще и макросы можно накинуть и кнопки переназначить. А на первое место топа я поставил Redragon Anubis RGB. Полноценная механика без всякого намека на мембранку. Тут вам и свечи на выбор, AUTM T или AUTM Brown. Да, простые, дешевые в исполнении и в принципе предназначены для бюджетных клавиатур. Но приятно, что выбор есть. Кликающие громкие переключатели AUTM T или более-менее тихие тактильные Brown. При нажатии ощущаются туговатыми, но особых усилий прикладывать не надо, так как кейкапы тут тоже низкопрофильные. Ну и стабилизаторы все-таки какие-никакие есть. Но больше всего мне понравилась возможность горячей замены свеча. Hot-swap по-другому. То есть, если вам наскучит тайпинг клавы такой, как он идет из коробки, вы можете докупить комплект других переключателей и элементарным движением заменить. При этом не придется ничего паять. Сняли колпачок, сняли свич, вставили новый свич, надели колпачок. Вся процедура.
Из других приятностей – беспроводное подключение. Помимо обычного USB-шнура, в комплекте идет еще и Wi-Fi приемник, по которому клавиатуру можно подключить без провода. Есть еще и Bluetooth, но для игр он не подойдет, так как тогда нажатие проходит с сильной задержкой. Такое максимум для работы с текстом канает. Конечно, от Акума клавиатура работает недолго. Скажем, на один заход часов так на 5-6 хватит, но при желании можно отключить подсветку и увеличить автономность на несколько часов. В остальном мне зашел компактный форм-фактор на 87 клавиш без нампада. Клавиатура небольшая, много места не занимает. Хоть и пластиковая, но ощущается цельно собранной, без особых громких люфтов и скрипов. Собственно, на ней и закончим бюджетную подборку и перейдем к клавиатурам подороже. В подборке клавиатур до 10 тысяч рублей на 4-м месте стоит HyperX Alloy Origins. Клавиатура действительно классная по всем фронтам, придраться можно разве что к мелочам. Но на 4-е место я поставил ее из-за цены. Именно за 10 тысяч рублей купить ее непросто. Ценник в большинстве магазинов будет либо впритык, либо процентов на 10-15 выше. Хотя, конечно, не исключены акции, скидки или какие-то штучные магазины, в которых получится урвать эту модель в заложенные деньги. Итак, что же мы получаем? Ну, во-первых, трушную механику без всяких там плунжерных и мембранно-механических переключателей. Для игр отлично подходят фирменные свечи HyperX Red. Линейные переключатели с плавной обратной связью и четким откликом. Не шумят, не звенят, не песочат. Тактильно очень приятное во время игры. Кейкапы видите какие? Не лоу-профильные. Так что это не про ноутбучный тайпинг. И тем не менее, руки не устают, кнопки расположены как надо. Да, в идеале бы подставку под запястье, но это уже индивидуальная вкусовщина. По материалам клавиатура ощущается прям добротной. Громоздкая, высокая, на все 104 клавиши. Корпус полностью алюминиевый, монолитный, хорошо собранный. Кейкапы на редкость из качественного ABS пластика, который не засаливается и не затирается, еще и подсветку хорошо пропускает. А здесь уже реализована не зональная RGB, а прям полноценная индивидуальная подсветка на каждую кнопку с профилями и памятью. Все настраивается в фирменной софтине. Всякие макросы, комбинации, переназначения. Единственный нюанс. Прога HyperX работает только с виндой. На Маке и Linux не заводится. На 3-м месте рейтинга Asus ROG Strix Scope RX. Еще одна полноразмерная клавиатура, чем-то похожа на прошлую HyperX, только слегка дешевле, в бюджет 10 тысяч точно впишется. У Asus'ской верхняя часть корпуса также сделана из алюминия. Клавиатура и в руках, и на столе ощущается монолитной, тяжелой. Так что даже с места не сдвинешь. Сразу видны различия между ею и бюджетной моделью. Отдельная фишка — USB-порт. Конечно, по сути, это самый простейший и медленный USB 2.0. Но в него очень удобно подключить ту же мышку или еще что-то. Все легче, чем тянуться до системника, приставки или ноутбука. Есть небольшое отличие в области свечей. Тут стоят оптико-механические переключатели ROG RX Red. Они очень легко нажимаются, имеют короткий ход, приятный отклик. В общем, от типичной механики на красных переключателях отличается разве что легкостью нажатия, которое, возможно, кому-то надо будет привыкнуть. Первое время создается ощущение, будто не до конца прожал клавишу, но она все равно срабатывает. В общем, главное, что тайпинг при этом чистый, легкий, отчетливый, а к остальному можно адаптироваться при желании. Кстати, клавиши тут сделаны из ПБТ-пластика. Он немного плотнее ABS и служит дольше. Но подсветка все равно светит ярко, в этом плане вообще все отлично. Очень гибко настраивается в приложении, хоть на каждую кнопку отдельно, с кучей разных эффектов и с применением сценариев. Даже можно отдельно под какую-то игру выбрать настройки, и клавиатура будет как бы передавать происходящее на экране непосредственно на кнопки. На 2-е место я поставил Keychron K3. Довольно частый гость в рейтингах клавиатур за счет своей универсальности. Вообще, на официальном сайте можно собрать такую клавиатуру под любые критерии. От смазки стабилизаторов до RGB или одноцветной подсветки. Но я специально подобрал уже готовую конфигурацию под гейминг. Тут вы можете выбрать разве что свечи. На одном стуле Keychron Low Profile Brown, на другом Keychron Optical Red. Для новичка большой разницы между ними нет. В целом, это тихие линейные переключатели, только красные оптические. А так, к их работе тоже никаких вопросов. Тайпинг отпадный, комфортный, без посторонних шумов. Кстати, еще поддерживается Hot Swap. То есть вы можете легко поставить какие-то свои свечи. Но учтите, что тут они не стандартные, а низкопрофильные. Собственно, как и сами кейкапы, клавиатура сама по себе очень компактная, тонкая, легкая. Такая, чтобы и дома на стол поставить хорошо, и с собой куда-нибудь брать удобно было.
Также поддерживается беспроводное подключение. Правда, только по Bluetooth, что не сильно актуально для гейминга. Но если вы не только играете, но и, например, работаете, учитесь, то Bluetooth очень даже может понадобиться. Тем более, что на одном заряде клавиатура работает чуть больше суток. Ну а так, по внешней части придраться не к чему. Днем она выглядит серой, наверное, даже немного скучноватой на фоне прошлых Asus и HyperX, но вечером вы включаете подсветку, и такое ощущение напрочь пропадает. Фирменного софта конкретно от Keychron нет, но они дают доступы к партнерам. Там уже можете настроить все как надо. Лучшей клавиатурой до 10 тысяч рублей стала Razer Hatsman Mini. Внутри стоят фирменные Razer клики Optical Switch Purple. При нажатии дают четкий, тактильный и не самый тихий отклик. Это вам не линейные, в которых есть глушители звука. Здесь только щелчок, только хардкор. Сами свечи живут долго, нажимаются легко и плавно. В этом плане претензий нет. Еще на выбор есть красные, они потише, поспокойнее. Так что вот вам две крайности, выбирайте сами. А если говорить за кейкапы, то здесь они сделаны из классного ПБТ пластика. Приятное текстурированное покрытие и двойное литье символов не изнашивается даже при ежедневных жарких катках. А так как клавиатура урезана, форм-фактор на 60% как-никак, функционал эффект и мультимедиа удобно нанести на боковые грани клавиш. Что тоже хорошо, так как не стали делать кашу в верхней части. Своей компактностью эта клавиатура тоже цепляет. Все-таки 60 клавиш максимально урезано лишнее. Но нужно учитывать, во что вы будете играть. Возможно, для какого-то тайтла будет не хватать, поэтому продумайте этот момент. Подсветка у этой клавиатуры заморочена, гибкая в настройке только уже на собственной софтине Razer Chroma. Есть разные варианты эффектов и пресетов, есть специально предназначенные под конкретную игру, как и у Asus. Сам корпус клавиатуры сделан из алюминия, а за счет короткого размера ощущается прям очень крепким и несгибаемым. Мне не хватило разве что беспроводного подключения, может быть, USB-порта какого-то, но это уже к HyperX Asus. А если вам это и не нужно, то и переплата не имеет смысла. Вот так с этим сегментом закончили. Теперь давайте перейдем к самой дорогой подборке клавиатур стоимостью до 20 тысяч. Тут у нас на третьем месте SteelSeries Apex 7. Если сказать в общем, то к какому-то параметру этой клавиатуры придраться не получается, разве что к цене. Клавиатуру хорошо так раскрутили маркетологи, почему и ценник, как по мне, завышенный. Но если нужен готовый флагманский девайс для игр из коробки, то да, придется заплатить. Тут стоят линейные переключатели SteelSeries QX2 в красной и синей версии. Для тихого тайпинга по классике Red Switch. Для цокающего и ярко выраженного Blue Switch. Сами переключатели, можно сказать, копия знаменитых Cherry, но с конкретными доработками. Поэтому в результате получаются очень приятные в тайпинге свечи с плавным ходом, четким и быстрым откликом. Только предупреждаю, что тут не поддерживается Hot Swap, поэтому в случае замены свечей придется напрячься. За счет формы кейкапов и всей клавиатуры в целом, на ней удобно играть, печатать и работать с большими объемами текста. Корпус металлический, колпачки из АБС пластика. В плане сборки все качественно, вопросов нет. Есть подставка под запястье. Тактильно очень приятная на магнитах с резиновой отделкой, кому-то пригодится. Из интересного продумали OLED-экран рядом с кнопками мультимедиа. По сути, вещь абсолютно бесполезная. Но в софте можно красиво вывести то, что пожелаете. Какой-нибудь логотип, картинку или ник. Получается, что кроме как декоративной функции, этот экранчик ни на что не годится. Но в целом, почему бы и нет? Тем более, когда в сочетании идет такая яркая RGB-подсветка с индивидуальными настройками, памятью и кучей эффектов. На второе место я поставил Logitech G915 TKL. Очень похоже по всем параметрам на прошлую SteelSeries, да и стоит столько же, но есть небольшие отличия. Например, беспроводное подключение по радиоканалу. Если не нравится возиться с проводами, всегда можно поиграть и по Wi-Fi, просто воткнув свисток. И задержки в пределах нормы и удобств выше крыши. Тем более, когда клавиатура 80% формата с низкопрофильными кнопками. Вполне удобно можно развалиться на кресле или диване. Да, клавиатура вообще не самая компактная, есть с чем сравнить. В размерах многое зарешал верхний ряд мультимедийных кнопок с роллером. Удобств, конечно, добавляет, но больше за столом, чем в повседневном состоянии на диване. При этом она не такая уж легкая. Все-таки металлическое основание дает о себе знать. Тут, думаю, не надо говорить, что в плане материалов и сборки все на высшем уровне. Клава ощущается монолитной, крепкой, без всяких скрипов и люфтов. Все-таки и ценник соответствующий.
По внутрянке. Из переключателей выбор простой. Logitech JL Clicky или JL Tactile. По названию, думаю, понятны примерные характеристики. JL Clicky больше про короткий ход, отчетливый и громкий отклик. Что-то схожее с печатной машинкой. JL Tactile же про отчетливую тактильность, но при этом без лишнего цоканья, то есть потише будет. Подсветка тоже на высоте. Тут ничего нового не расскажу. В приложении легко настраиваться буквально все, что вам нужно. Комбинация клавиш, всякие сценарии, индивидуальное освещение кнопок и так далее. В общем, типичный жирный функционал дорогой клавиатуры. Топ-1. Newfie Air 75 V2. А первое место я без сомнений отдаю Newfie Air 75 V2. Уверен, большинство из вас и не слышали про эту малышку, но в дорогом сегменте она как раз и побеждает за счет своего ценника. Такую клавиатуру можно купить немного дешевле, чем какой-нибудь из прошлых двух моделей, и при этом вы получаете продукт, который вообще ничем не хуже знаменитых Logitech, SteelSeries, Asus, HyperX и так далее. Да, может, выглядит она как-то не так престижно, но тут уже дело вкуса, против него не попрешь. По крайней мере, в вечернее время светится настолько же красочно, так что дизайн оставим на второй план. Тут производитель сделал акцент больше на тех пользователях, которые уже попробовали механики из разного сегмента и чувствуют вот эти тонкости. Звон стабилизаторов, песочный отклик свеча, недостаточное количество смазки, шумоизоляцию на троечку, да хоть тоже программирование не просто через фирменный софт. Хотя в целом, конечно, принципы тут те же. Металл в основании, качественная сборка, шикарные ПБТ-колпачки и тактильное ощущение от всего этого. Внутри все шумно и виброизолируется, обильно смазывается, чтобы никакого постороннего звука не проскочило. Также и свечи. Тут стоят низкопрофильные переключатели Wisteria. Это тихие тактильные переключатели с мягким ходом и приятным откликом. Таким, что даже копирайтеры спокойно берут механику, несмотря на тишину тайпинга мембранной клавиатуры. Все-таки есть у Newfie и Keychron какая-то схожесть, по крайней мере, в универсальности. С Newfie и играть комфортно, и работать. Да, если низкопрофиль это не ваша тема, то ничего не поделаешь. Но если так, то тут бонусом еще идет 3 варианта подключения: USB, Bluetooth, Wi-Fi. С подсветкой от Akuma работает порядка 2 суток. Если пользоваться экономно, не используя RGB, получится хоть на неделю растянуть. По итогу получается отличная по всем параметрам клавиатура, только с еще небольшой разницей в цене относительно конкурентов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.